Я на самом деле не планировала снимать это видео по ряду причин. Главная причина заключалась в том, что я работала над совершенно другим видео, с другим контентом, не имеющим отношения к выступлениям участников на музыкальных шоу. Но после того, как я увидела их выступление на Music Bank, выпущенное рано утром 17 июня, я просто не смогла удержаться. Потому что Чингук в очередной раз показал, что его убежищем в мире всегда будет Тэхён. Ранее, в профилях каждого участника, чтобы более подробно представить себя, Чингуку приходилось упоминать, что каждый из них значит для него. И, конечно же, Чингук написал «Ким Тэхён, он же Ви из BTS, он – мое убежище». Это стало отправной точкой для этого видео. 17 июня, как я уже упоминала, Чингук заметно смутился, когда ему пришлось принять финальную позу, как и остальным участникам, поскольку они впервые увидели Карма вблизи. Чингук медленно отступил назад, возможно, желая избежать излишнего внимания. Но Тэхён не позволил ему почувствовать себя запуганным, он потянул Чингука за руку, чтобы тот повел его вперед, и привлек к себе все внимание публики, когда Чингук наконец почувствовал себя в безопасности. И, как я часто повторяла, это не первый раз, когда Тэхён подталкивал Чингука к тому, чего тот всегда хотел, но из-за своей застенчивости не решался. Мы можем подтвердить это множеством моментов, когда Чингук всегда ищет Тэхёна, просто потому что чувствует себя с ним в безопасности. Всегда ищет его взгляда, ищет его одобрения, позволяет Тэхёну запечатлеть себя в своих объятиях, несмотря на повсюду камеры. То, как они позволяют себе быть такими, то, как они заботятся друг о друге, и тогда, и сейчас, прекрасно. Даже когда им пришлось раздавать билеты, и Чингук смущенно спрятался за Тэхёном, это было так мило, особенно когда Тэхён улыбнулся, поняв, что Чингук стоит за ним. Даже сейчас мы видим, что Тэкук по-прежнему так близки, и Чингук подтверждает, что даже спустя столько лет Тэхён остается для него убежищем. Это проявляется и в том, как Тэхён смотрит на него, и в том, как Чингук все еще позволяет себе держать Тэхёна за руку. Даже зная, что камеры запечатлеют этот момент, Чингук все равно улыбается и машет рукой, когда Тэхён уводит его. И, пожалуй, одним из самых значимых моментов для тех, кто любит эту пару, было совместное выступление Тэкука на концерте Гарри Стайлза. Они свободно пели перед камерами и зрителями, смеялись, обнимались и пили вместе. Как будто говоря, что, хотя о них позже и будут говорить, в тот момент они чувствовали себя в безопасности, будучи самими собой. Это может показаться простым, и многие могут так не считать, но даже если вы не являетесь поклонником их пары, нельзя отрицать, как сильно Чингук любит быть с Тэхёном, будь то как друзья или как спутники жизни, где он чувствует себя в безопасности. Это видео создано для тех, кто все еще грустит и считает, что мы больше не увидим контента с Тэкуком. Потому что они всегда будут дарить такие моменты, даже несмотря на то, что сейчас они больше сосредоточены на своей индивидуальной музыкальной деятельности. Помните, это не прощание, и уж тем более не расстояние, которое они создали друг от друга. Как и группа BTS, Тэкук до сих пор продолжает дарить нам моменты, которыми можно наслаждаться и радоваться, например, их повторяющиеся приветствия и то, насколько прекрасна их связь. Как, например, на Music Bank, когда Тэхён ждал своей партии и повернулся к Чингуку, чтобы спеть слова, а Чингук инстинктивно повернулся к нему, чтобы услышать его. Или во время исполнения песни For You на том же шоу, где, несмотря на то, что они находились довольно далеко друг от друга, Чингук мило и немного подозрительно улыбался, когда Тэхён пел свою партию, пытаясь вытянуть тело, чтобы посмотреть на Тэхёна издалека, как будто он чувствовал спокойствие, просто слушая его. Это напомнило мне их прямую трансляцию 11 июня, когда Тэхён появился в кадре, чтобы сделать что-то, чего мы не могли видеть, но мы могли видеть, как Чингук так сильно смеялся и двигался из-за того, что сделал Тэхён. Я не могла разглядеть, что именно делал Тэхён, но по выражению лица Чингука это было определенно мило. И я искренне верю, что подсознательно, не задумываясь, Чингук всегда ищет способы быть ближе к Тэхёну, находит свою сторону, позволяет их телам быть вместе без малейшего расстояния, как будто это естественно. Потому что это не первый раз, когда мы видим их стоящими так близко, ведущими себя так естественно, что теперь кажется странным, если бы они не прижимались друг к другу.
Мы даже видели это в одном из эпизодов BTS Run, когда Тэхён немного отошел от Чингука и отступил в сторону. Чингук незаметно двинулся дальше, и в конце концов Тэхён сократил оставшееся расстояние, лишь слегка коснувшись плеча Чингука. Таким образом он показал, что они просто не могут быть порознь. Однако я хочу сделать отдельное видео, посвященное этому, потому что, серьезно, к тому дню, когда я его сделаю, будет так много материала, объясняющего, почему у Тэкука нет личного пространства друг с другом. Дайте мне знать в комментариях, если вы хотите видео об этом, и я с удовольствием его сделаю. Возвращаясь к основной теме, я хочу заключить, что Чингук действительно обретает покой, когда рядом Тэхён. Даже в особом аспекте отношений между участниками Бэнгтон. Как я упоминала в предыдущем видео, Тэхён сказал в своей последней прямой трансляции, что собирается сделать татуировки вместе с Чингуком, поэтому ему пришлось быстро выбрать место для них. И сегодня, 18 июня, в этом видео, Тэкук показывает нам татуировки, которые они собираются сделать вместе на разных частях тела. Аккаунт, посвященный татуировкам, также показывает, как Чингук раскрасил некоторые из уже имеющихся у него татуировок на руке. Я хотела отметить это здесь, потому что в предыдущем видео я упоминала, что Чингук, похоже, покрасил свой микрофон в зеленый цвет. И сегодня, когда аккаунт опубликовал фотографии и упомянул, что все татуировки имеют особое значение, мы можем увидеть, что микрофон действительно того же цвета, что и у кого-то, кого мы уже знаем. Однако многие говорят, что микрофон синий. Это вызвало споры о том, зеленый он или синий. Лично я думаю, что в нем есть какие-то оттенки, но все равно он зеленый, по крайней мере, на мой взгляд. А как вы думаете, какого он цвета? Также хочу уточнить, что татуировки Тэхёна пока еще не подтверждены, ходят слухи, что это всего лишь пробные татуировки. Придется подождать подтверждения. И еще хочу оставить немного места для следующего видео, потому что Чингук снова выглядел ревнивым, когда Тэхён держал Намджуна за руку. Но хочу подчеркнуть, что я точно не знаю, почему Чингук тут же стер улыбку. Я не выдумываю, вы можете посмотреть видео на канале Music Bank. Я просто хотела включить его сюда, потому что считаю его очень смешным и милым. И, наконец, хочу сказать, насколько невероятно впечатляющим был рост популярности Тэхёна на YouTube. Я делала эти видео из любви к Тэкуку, никогда не ожидая, что их посмотрит столько людей. За это я невероятно благодарна всем вам. И, возможно, мы этого не осознаем, но именно такие мелочи делают отношения Тэкука такими реальными для многих людей. Не из-за грандиозных жестов или открытых заявлений, а из-за того, как они ведут себя друг с другом тихо, последовательно и без необходимости объяснений. Чингук никогда не казался нерешительным, когда рядом был Тэхён. На его лице читалось спокойствие, выражение, которое появлялось только тогда, когда он не чувствовал необходимости дистанцироваться или защищаться. Как будто мир вокруг него мог быть таким же суетливым, как сейчас, пока Тэхён рядом, все было бы хорошо. А Тэхён всегда знает. Он знает, когда нужно притянуть Чингука к себе, когда позволить ему спрятаться, и когда нужно остановиться достаточно неподвижно, чтобы Чингук мог прислониться к нему. Не было никакого принуждения, никакой чрезмерной собственнической привязанности, только взаимопонимание, которое выросло за годы совместной жизни. Вот почему, когда многие говорят, что все это просто совпадение или просто угождение фанатам, трудно полностью согласиться. Потому что привычки не формируются за 1-2 момента. Такой комфорт создается со временем, доверием и чувством безопасности, которое продолжает выбираться каждый день. Чингук всегда возвращается к Тэхёну. В толпе, в смехе, даже в тишине. И, возможно, именно поэтому, даже когда их карьера развивается, даже когда мир меняется и этапы проходят, их связь никогда по-настоящему не ослабевает. Они растут, но не отдаляются друг от друга. Они меняются, но все еще находят друг друга. Тэкук никогда никому ничего не пытается доказать. Они просто живут своей жизнью по-своему и неосознанно раскрывают что-то подлинное тем, кто готов взглянуть на это со спокойным сердцем. Поэтому, пока Чингук находит покой рядом с Тэхёном,
И пока Тэхён остается для Чингука самым уютным местом, куда он может вернуться домой, эта история никогда по-настоящему не закончится. Потому что Тэкук всегда находят путь друг к другу. И, возможно, в этом и заключается самая простая красота их истории.